Hello, this is Muse. Самый заметный повод полюбить Muse – их нереальные, космические, колоссально дорогие живые выступления. Вот уже 20 с лишним лет. Со времен затхлых подвалов, забитых под завязку, до звания лучшей стадионной группы. Десятки фур с оборудованием, сотня живых выступлений в год, приносящих сотни миллионов долларов. В любой точке планеты, где можно развернуть грандиозную сцену и сжечь. Тысячи счастливых фанатов и трое счастливых себя самих. Каждый их концерт — это восторг, восхищение и феерия. Хореография, сценография, свет, эффекты и даже порой специальные инструменты. Все продумано для каждой песни в отдельности. Muse — это всегда техническое совершенство, новейшие и опережающие технологии интертеймента. Дроны снимают клип про дронов для альбома Drones в формате 360 градусов. Концерты в 360 еще задолго до появления шлемов VR и функций в YouTube. Чтобы не ждать, пока технологии догонят их потребности, им приходилось выпускать собственное приложение, чтобы фанаты могли вращать головой или руками, и каждый из них в любой удаленной точке планеты мог бы почувствовать себя на концерте. Буквально оказаться внутри шоу, даже на сцене, рассмотреть по очереди участников группы или узнать, наконец, чем же конкретно занят непризнанный четвертый Морган. Чтобы насытить у своих фанатов оставшиеся органы чувств, они привлекают волонтеров-андроидов для подтанцовки. Хиты прошлых альбомов
эволюционирует из года в год, и Muse всегда найдут способ оживить монстра. Из года в год самые псилоцибиновые эксперименты со сценой, ограничивающиеся техникой безопасности, здравым смыслом и возможностью вообще протащить это все по континентам и городам. Не так уж много примеров групп, которые бы уделяли такое дотошное внимание визуальному и техническому наполнению своих шоу, продуманных до секунды. При этом тщательная работа над звучанием никуда не исчезла. Они все так же используют специальные инструменты на сцене для отдельных песен, ламповых монстров в студии и целые оркестры на записи. Беллами всегда мыслил оркестрами даже в своих роковых композициях, но здесь смог развернуться по полной. За реализованные амбиции уровня Queen и гимна Соединенной Евразии со слонами и восточными напевами отдельный респект. К концу нулевых, дурацкое слово, Muse стремятся прорваться с территории фестивалей и нащупать новую почву под собственное шоу. Black Holes and Revelations и Resistance Tour – два первых крупных самостоятельных тура, почти 300 выступлений на оба. Сумасшедшие эксперименты со сценой и ошеломляющие визуальные установки. И концепция любви как нашего способа сопротивления и бегства от ограничений и коррупции западного мира. Любовь как синоним свободы. Пусть главный хит альбома Uprising и предлагает чуть более радикальные способы. Покорив хедлайнерами крупнейшие фестивали, собрав охапки музыкальных наград, закрыв Лондонскую Олимпиаду 2012 года, они перешли к собственным церемониям, по 150 штук в год, чтобы не ждать целых 4 года.
перешли от дел местечковых к вещам планетарного и галактического масштаба. Технологии едва поспевали за фантазией Беллами. Увы, реактивные ранцы и сцены, подвешенные на вертолетах, пока пришлось отменить, но каждый новый тур поражал по-своему. Пирамидальная сцена «Трансформер», состоящая из огромных экранов, нагнетающих атмосферу хаоса, рождающегося из порядка. Пирамида как древний символ власти и тайных обществ. Визуальный ряд на экранах, отражающий растущую энтропию в обществе и экономике. И, конечно, Доминик в обтягивающем костюме, сражающийся как ниндзя, наверное, личная просьба Мэтта. Концепция очередного альбома The Second Law еще была слегка отдельно от шоу, но продолжала любимые темы. Облегчение мировых проблем, нарастающее напряжение, истощение ресурсов. Из фундаментального второго закона термодинамики в пару выкладок диктор доказывает обреченность всей мировой экономики и нашего вида в целом. Всем технологическим и инновационным процессам требуется все больше энергии. Сама энергия не сдерживается, стремится рассеяться и не может быть создана из ничего. Да еще и в замкнутой изолированной системе энтропия и ее беспорядок может только возрасти. Но мы и так это видим. Человеческий вид неустойчив. Ну или если вкратце, то... The people are fucked. The people are fucked. Да, спасибо, Джордж. Почему наш мир имеет ограничения и в пространстве, и в развитии? Почему нельзя ни достигнуть, ни заглянуть за край Вселенной, и он энергетически недостижим? Почему вообще так создано, что такие разные вещи, как скорость света, время, доступная энергия, связаны и как-то ограничивают друг друга? Беллами еще сам, наверное, не до конца понимал, к каким заключениям движется, но теперь, спустя 2 альбома, мы это знаем. Если нет, то об этом чуть дальше. А пока мир предлагал новые поводы для беспокойства. Технологии дронов, беспроводных и автономных машин. Они еще не начали доставлять пиццу, но уже убивали людей по простой команде. Мэтт был поражен новостями об уничтожении целых деревень на расстоянии с помощью пары кнопок. Человек даже не считается убийцей, он простой оператор. Все меньше человеческого в людях, растущая власть полицейских и военных дронов. Сами люди, становящиеся ботами и бездушными управляемыми машинами, мертвыми внутри. Впервые в туре Drones не альбом определял, каким будет шоу, а наоборот. Мьюз по своему обычаю размахнулись на полном пределе доступных технологий. В центре зала огромная вращающаяся сцена. Во время шоу над головами зрителей кружили реальные дроны, целый подчиненный балет. Вывешивались гигантские проекции, световое и лазерное шоу. В звучании альбома, вопреки бездушным технологиям, было минимум электроники и осталось олдскульное звучание 3 инструментов, как в старые добрые времена первых альбомов, что так долго просили фанаты.
технологии были в подчинении у группы до конца тура и даже после, когда в кинотеатрах прошла IMAX-версия концерта. С весьма честным слоганом «Величайшее шоу на Земле». Я был и в зрительном зале, и в кино, соглашусь. К следующему туру и альбому парни опять прочувствовали мировые тренды. Образ подавляющего волю сержанта трансформировался согласно следующей теории нынешних фантастов Илона Маска и Беллами в частности. Теория симуляции, согласно которой мы и есть внутри той самой матрицы, компьютерной игры, некой капсулы внутри реальности. И именно этими параметрами ресурсов виртуальной машины мы ограничены по законам термодинамики, помните? Беллами задался вопросом, какой код нужно ввести для побега. В Simulation туре группа развернулась рекордно широко. Полностью единая концепция альбома, песен, клипов, постановки шоу, персонажей этих шоу, звучание, арт-оформление. У них получился невероятно стильный, актуальный и достигший колоссальных профессиональных высот альбом и тур. Я имел счастье побывать на лучшем шоу тура, где бы вы думали, в Будапеште, Венгрия. Это был один из немногих концертов, судя по сторизам, где все шоу происходило не на опен-эйрах, а в темноте под крышей. Потому что на открытых стадионах половина светового шоу была просто убита засветкой. Сравните сами. На зависть другим площадкам большой зал спорт-арены был залит и идеальным звуком, и светом. Свои теории о криптилоидах до симуляции Беллами наполняет универсальными смыслами. Каждый найдет здесь свое. Кому-то ближе романтические, другим политические подтексты. Теория заговора здесь тоже применима. Так фигурка не то андроида, не то человека в условной клетке развивает очень трогательный сюжет. Что это за персонаж? Это мы, которые заперты в симуляции, или наши технологии, которые рано или поздно вырвутся из рабства? Здесь надежда на освобождение или тревога? Технопессимизм или шанс перерождения? Один из немногих случаев, где Беллами дает прямой ответ и совет в не самой очевидной песне альбома The Void. Тебе решать. Соверши прыжок веры. Проснись от иллюзий. Ведь ты и программист, и аватар.